Значит, всю ночь мне, знаете, я как будто вот какая-то, что-то такое белое было на мне, какая-то как туман, но всю ночь снились вензеля. И вот эти штандарты, что-то такое. И вот этот вензель такой, знаете, был вот, знаешь, какой такой был? Какой-то как круглый, такой вот какой-то продолговатый, такой, как буква «С», такая вот, да? И такие штучки такие по бокам, и вот эти вензеля везде вот так вьются, и вот это все, думаю, боже, что это такое? Эти вензеля, вензеля, вензеля. И вот, так, ладно, поехали. Вот всю ночь снились. Так, цель сеанса. Восстановление исторической справедливости, прекратить мое хождение по мукам и вернуть мне мою украденную удачу, счастье и судьбу. Чувствую, что меня несут. Вот когда началась война, я стала чувствовать, что меня несут. Вот ноги, да, вот ноги, как будто кто-то идет, и вот какие-то как штандарты или флаги несут. И меня вот эти ноги на этих штандартах веются. Вот что за фигня такая? Я не знаю, что это такое. Так, отменить. Потом было видение как бы кучи народа, которые стоят передо мной и скандируют «Требуем исторической справедливости!» Ну или там возмездие. Вот что это такое? Вот что-то, они прям кричали на меня, типа «Сделай что-то!» И я так на них прям думаю, боже, кто они все такие? Так, потом моя подушка, кстати, сразу после последнего сеанса моя подушка разорвалась. Я стала ее стирать. Ну, с этими червями эти все перестирываю туда-сюда, все навожу порядок. Я ее стирала раньше много раз. Ну, может, раз 5-6. А сейчас, когда я постирала, такая, знаете, классная подушка, такая темпюр подушки, знаете, такая есть, но она необычная подушка, а она как мягкая такая, как поролон, но одновременно достаточно дорогая. И я ее постирала, вот такая, как такая, как у нее не наволочка, а вот такая, как штучка такая, там внутри она была, она такая вся такая изогнутая, думаю, что, чтобы легче было для шеи. И вот я ее постирала, вытаскиваю, одна вот такая вот большая штука, она вместе держится, вот знаете, как в наволочке, вот, ну, как это вот такая вот. Значит, и внутри вот как бы одна большая такая штука, и вот две поменьше оторвались. Я тут думаю, моя подушка на 3 части разорвалась, и прям именно на 3 части и держится. Думаю, боже, это что, похоже на чем-то на Украину, что за фигня такая? Ну вот, с этой подушкой был, тоже мистика. Потом, четвертое, значит, так, что у меня получилось? Ну, я же люблю иногда приключения на свою жопу искать. Значит, так, ну, я же это... Короче говоря, значит, у меня маленький аквариум, я вот решила, одна женщина тут, ну, вот ты сама, Виктория, говоришь, что бесплатно ничего не надо, но я люблю бесплатно, я же, знаешь, экономлю на всем, вот. И вот одна женщина какую-то маленькую черную рыбку, она бесплатно давала, вообще-то 2, парочка. Они такие маленькие, белые, такие черненькие, шустренькие, думаю, ну, ладно, она говорит, вот поезжайте, привезите. Берите. Я думаю, ну возьму для моих рыбок, думаю, красиво. Я даже не посмотрела, какой это сорт. Думаю, она такая маленькая была. Приехала, я этой тетке помогла этот аквариум весь почистить. Она нашла только одну рыбку. Думаю, боже, ну ладно, я там уже, как говорится, вместе с ней, я там кое-что, какие-то ракушки от нее получила. Когда я приехала домой, я эту рыбку выпустила. Думаю, она как-то странно себя вела, она так и маленькая, забилась, думаю, как хищники, сидит и ждет, и смотрит на моих оставшихся рыбок. Я думаю, что-то странная рыбка такая. И потом стала я ее как бы гуглить, посмотреть, что это за рыбку такую прихватила. Оказывается, это хищник циклида, представляете, который жрет других рыб. Боже мой, я потом эту рыбку стала ловить. Думаю, ну нифига себе, она сожрет моих 5 или 6 рыбок, которые там были. Я ее ловила. Короче, я выловила эту рыбку. Думаю, дам кошке, пусть сожрет ее. Поставила кошке. Кошка на нее посмотрела, значит, и я ее закрыла в туалете. Думаю, ну вот нафиг, кушай, я тебе дала. Кошка стала с ней играться, но она ее не покушала, она отошла, убежала. Через полчаса я открыла это, вот кошка ее не ела. Думаю, ну что это, думаю, выпущу ее в туалет, думаю, пусть сдохнет. Думаю, ну жалко, елки-палки, думаю, она не сдохнет, думаю, надо ее побыстрее закончить. Думаю, вот я же зверюга, взяла ножик. Ну, представляете, ну, я говорю, прям на свою голову нашла. Взяла ножик и разрубила я эту рыбку. Она еще продолжала чухаться. Ну, 5 сантиметров, маленькая такая, говнистая такая, и живучая такая скотина. Ох, короче говоря, мне жалко ее было, я плакала, думаю, ну вот, я ее разрубила, эту рыбку, и, короче, скинула в унитаз, ну, чтобы она не мучилась. Вот такая вот я, красавица. Вот что с этой рыбой, нафига она мне нужна была? Вот, ладно, все, проехали это все. Дальше едем. Вдруг внезапно, где-то вот недели 2 назад, я что-то стала плохо слышать на левое ухо. Думаю, боже мой, думаю, наверное, черви в голове. И знаете, вот я встала и все, ничего не слышу. Думаю, ну все нафиг, я думаю, они меня жрут изнутри, потому что они меня конкретно, я чувствовала в печени, все, и даже во всем теле чувствовала эти черви. Значит, и вот что-то я прям почистила, потом, ладно, потом прошло. Но я, конечно, страх остался. Думаю, боже, они у меня везде. Так, дальше. Меня постоянно недооценивают. Вот в чем дело. Недавно, значит, нам вот на работе дали всем, нас раз в год, здесь в Швеции, они делают надбавку к зарплате. Ну, как, соответственно, индексации, это как бы, ну, всем так делают. И понемножку, там, по чуть-чуть, ну, может быть, я не знаю, там,
ну, 10 долларов там, да, там, у кого-то 15, кому-то 20 долларов, кому-то там, так, где-то, ну, кто классно работает, там, конечно, и 50 долларов могут дать. Но мне дали самую минимальную. И хотя я работаю уже здесь, в этой коммуне, очень даже много, но мне почему-то дали сами... Но я стала, я ж интерес, я ж, ну, стала узнавать, короче, вот так вот, самое минимальное. И вот еще вопрос, почему? Потом мои начальники, начальницы, коллеги по работе испытывают садистское удовольствие, когда они чувствуют мою уязвимость, когда они могут меня вот как-то так вот, ну вот что-то во мне есть, что притягивает вот это вот, и с чем это связано. Так, еще один вопрос. Никак не получается очиститься от червей, я уже чувствую, что я уже начинаю, потому что я с ними борюсь всеми методами. Ходила по врачам, сдавала 3 раза анализы на кал, они смотрят на него, кровь сдавала, все, уже они мне выписали даже таблетки этих червей, тоже чуть-чуть помогло, но все не так. В конце концов, я опять пошла к этому врачу, ну, где-то неделю назад. Он мне сказал, вы знаете, я уже глаза проверяла, я же им говорила, у меня черви в глазах, они смотрят на меня, нет там у вас ничего. А этот врач мне сказал, вы знаете, вы если еще раз придете, вы знаете, что мы от вас подумаем? Ну, я говорю, вы подумайте, что я сумасшедшая, я понимаю. Я говорю, знаете, я вам обещаю, я больше не приду. То есть я уже сама буду лечиться, потому что здесь шведы подумают, что ну, в психушку попаду здесь. Что у меня еще было? Так было четко. Это было вообще, конечно, ночью. Это было не во сне. Я прям лежу, вот, кстати, вот, когда с ухом у меня проблема была, буквально на следующий день, я лежу, а у меня голос внутри меня звучит. Вот такие, знаете, вот как какие-то как дворцы, какие-то как, ну что-то вот как кто-то идет, это клок, цок, 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 цок. Подошел ко мне, мужской голос, очень четко, русский чистый акцент. И он мне говорит, я слышала его голос, я думаю, боже, я действительно схожу с ума. Я слышала его голос. И он мне сказал, ты, идем со мной. И он у меня опять, и опять звучал, потом прекратил как будто, и опять, как будто опять возвращается, опять, ты, идем со мной. И вот он 3 или 4 раза у меня в голове это прозвучало. И так четко было, думаю, у меня никогда еще такого не было, нифига себе, думаю. Но я уже даже почувствовала чей-то голос, но я пока говорить не буду. Может быть, это неправда. То есть это же мое это вот. Так, ну что, вот здесь, вот дальше уже. Кто это был, и мне показалось, что моя жизнь поделилась как бы до и после. Еще один. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. Найди в эфирном пространстве эфирное тело Татьяны. Татьяна. 1, 2, 3. Так, мне идет картина, но сейчас я отсоединюсь. Угу. Ага, она здесь и говорит, я здесь. Выглядит большая, светящаяся, а на голове как будто бы вот так третью часть головы отрезала. Вот так по лоб. Угу. Черная. И от этого идет шлейф такой черный в сектор магии. А в секторе магии как будто такая комната какая-то пустая. Там эхо такое идет, и какой-то мужчина ходит. И вижу, что он дал кушать. Девушка сидит за столом, и он дал ей кушать. Она очень голодная. Миска такая, там что-то. И она так жадно кушает и проглатывает. Так. Да, это она. Ну что, считай, что мы с этой ситуации. Сразу отсюда начнем, Виктория. Ну, я ее сейчас считаю эфирная ДНК, Угу. я снова на нее смотрю. Угу. Считай ее эфирной ДНК. Татьяна ли это? Она вот так показывает, как будто бы она в таком энергосферу свою, как будто вот так, как плащ, как халат, вот так раскинула, и там внутри какой-то инструмент черный. Он похож на такую какую-то гильзу.
считывается как гильза черная, вертикально стоит, как будто бы ее... Сейчас я посмотрю. Вот здесь, перед ней буквально вот так. Мгм. Какая-то черная штука металлическая. И Считай, там что такие это? Мгм. провода. Считывается детонация в сектор интерферента Мгм. тянется. Так, Виктория, отодвинь это все. Мгм. Считай эфирное ДНК. Татьяна ли это? Обидись. То есть считай эфирное ДНК. Да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она говорит, мне пора, и разрешает. Мгм. И я вижу, что вот эта болезнь с глазами, это как имплант. А, И также лицо такое, как маска чужеродная тоже. И это связано с этой какой-то, как гильза, но какое-то пустое, а внутри какой-то механизм, вот на уровне сердечной чакры. Вот так там механизм, сейчас я посмотрю. О, Мгм. странно. Считывается цельнозор. Я смотрю и вижу там такой круг. Ну, я сверху этой трубы смотрю. Мгм. А там внутри такой круг. Ну, как символ его, Э, вот этот цельнозор. Вот на этой гильзе Внутри гильзы этой. Она внутри. такая, как труба длинная. Мгм. А на уровне сердечной чакры вот такая, вот эта труба, она как-то совмещается, как проникла внутрь почти. И я сверху смотрю, она так на меня смотрит. И Мгм. такая вытянутая. Так, давай посмотрим, когда эта гильза появилась у Татьяны в ее личном пространстве впервые. Что это за событие, пусть Татьяна покажет. Я вижу молоденькая девочка в платьице таком цветастое по коленке. Солдат какой-то стреляет ей по ногам, ну, возле ног, и смеется. А она ножками так и подпрыгивает, ну, боится. А он взял вот так ее за руки, схватил, и вижу, что лицом вот так, прямо лицом в сектор интерферента, вот в эту сторону, как в черное что-то, макнул голову. Мгм. Так, я приказываю этому солдату проявиться в соответствии с его эфирным ДНК. Появляется какой-то, оно считывается сегмент, но выглядит как инструмент подавления личности, и выглядит фигура как черномор. Ножки вот так коромыслом, такие глаза черные. Оно, ну, как-то уменьшено очень сильно и схематично. Вот такие ножки, руки длинные, тянутся и связаны вот так, тянутся в сектор интерферентов, а глаза как у паука. Мгм. Вот. И там в Так, этом он вот так усы крутит. И усы крутит, но это сейчас. Этот солдат показывает на портрет, а он считывается как сегмент, как часть единого целого. Какая-то так. бригада пехотная. И он показывает на портрет Сталина, который висит на стене. А Сталин как будто живой,
крутит ус. И также считывается вот эта программа, символ подавления личности. И в этом солдате, и в этом портрете. Это как единое вот такое. Так, я этому солдату приказываю отвечать, что он делает в пространстве Татьяны. Такой рыжий, с конопушками Так, солдат. Говорит, я русский. приказываем отвечать, что он делает в личном пространстве Татьяны. Он говорит, что он ее допрашивает. Так, что от нее хочет этот солдат, я ему приказываю отвечать. Он показывает у нее на голове, как украинский веночек с такими голубыми и желтыми ленточками. И он ее называет националистка и предательница. Основ России, говорит. И там такая звездочка пятиконечная, как октябрятская. Так, какова его цель допроса? Я ему приказываю отвечать. Он показывает, ну, я вижу скручивание рук за спиной. И вот это макание головой в эту черную, так как программа повиновения. Мгм. Он буквально ее бросает, как бы толкает на колени, руки за спину, они связаны вот так, сразу импланты появляются. И все лицо вот так, как в такой жиже черной. Насилие. Считывается противостояние, то есть это идет взаимодействие с этим, он считывается как архетип. То есть это на генном каком-то уровне записано. Это как не как архетип, прям так слышу. Поведенческий архетип Мгм. монстра. Определенная программа имеет. Вот этот мальчик, солдат, он выполняет эту программу. И таким образом он генетически, каждая энергия имеет свое ДНК особенное, и он таким образом на генном уровне сливается с этим архетипом поведенческим, но считывается зверя. Мгм. Ладно, это понятно, Виктория. Считай информацию или спроси у Татьяны, подписала ли она контракт во время этого допроса. Да, она говорит, что она голодная. Мгм. Считает на пальцах, ее не кормили много Так. дней. Мгм. Так, пусть Татьяна контракт этот покажет тебе, Виктория. Но я это уже слышу несколько Мгм. раз, что продалась за кусочек хлеба. Мгм. Так, видит ли Татьяна последствия всего этого контракта? Какие программы, импланты были она приняла? Ну, я чувствую, что нужно более глубоко вот так в эти чувства погрузиться. Она буквально как будто бы копает почву Мгм. лопатой, то есть заглубляется. И у нее очень сильные претензии, не то что претензии, она чувствует себя беззащитной и очень, ну, хочет защиту от матери. Но, конечно же, мать не может ей ничем помочь. Ам, Мгм. И я вижу, что, ну, как обычно, вот ночью, ну,
перед сеансом у меня всегда идут какие-то как настройки на на будущий сеанс. И мне пришло тоже такой сон. Я в нем как бы я видела маленькую девочку, которая плакала. И мне так жалко ее было, и я тоже плакала. И я вижу, что это то же самое. И я ей говорила, может, я ее мать была. И я ей говорила, но я не чувствовала, что я ее мать, но я ее как будто бы так в руки взяла и сказала, за тобой мама придет. Она помнит и любит тебя. И я ей говорила, что я тебя тоже очень люблю. И сейчас я смотрю, она копает. И выкопала такую ямку. И там в этой ямке такой светящийся шар. Так, что это она выкопала? Оно считывается духовный респект, самоуважение сама к себе. И это как огромный шар, который вылетел с этого пространства и вынес ее вверх. Так, ну это все оно происходит и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Сейчас я посмотрю, какой она контракт подписала. Угу. Она Посмотри. говорит, что за мной никто не придет. Молоденькая совсем девушка, Угу. лет 13. Говорит, за мной никто не придет. То есть она потеряла надежду на то, что родители ее спасут, что кто-то ей поможет. И она сама так думает на подсознательном уровне, что сама добуду кусок хлеба. Я вижу, Угу. что когда этот рыжий солдат пришел, у него такие конопатые весь, веснушки такие, какой-то рыжий. И он пришел, ну он так доброжелательно как будто бы к ней, да, улыбается, как бы не обижает ее, но как-то с таким каким-то подвохом. И он развязывает ей руки и дает вот этот хлеб. Ну, я вижу, как миску дает. А она очень голодная. И именно вот это, когда я смотрю, когда она принимает этот хлеб, то вот этот символ, я вижу, что она лицом в эту, ну, буквально считывается в грязь. Она подписала с ним контракт на сотрудничество. Я так слышу. Угу. Считывается, что она стала шпионить для него. Я вижу, что она вот так ходит от дома к дому и что-то записывает. Угу. А потом ему отдает такие бумажки какие-то. Так, ясно. Угу. Посмотри, Виктория, вследствие контракта, какие программы она приняла в свое личное пространство. Но почему-то у нее появляется тут как будто бы такой клюв, считывается кукушка. Почему кукушка? Она ку-ку, как кукушка кукукает. И таким образом по ее доносу людей Угу. Тоже забирается за стенки. забирает, да. Я вижу эти несколько домиков, и она так ку-ку, как бы отмеряет им жизнь. И их забирают. Угу. Слышу воронок.
У нее контракт с этим рыжим на физическом плане. Мгм. Какой-то рыжий офицер. У них даже любовь. Он, я вижу, снимает фуражку, так ее за руку берет, приближается и, ну, целует ее. Понятно. Так, Виктория. Какие-то, посмотри по контракту, еще какие-то программы, кроме этой кукушки? Может, импланты Она какие? показывает глаза черные, эти импланты, как у паука. И они очень сильно связаны с этой штуковиной, как труба или гильза. А внутри такой, как пропеллер, крутится и шуршит вот этот символ цельнозора. Мгм. А чё-то, при чем тут цельнозор? Вот его борода. Так, да, Виктория, это вот ты говорила, что есть связь с интерферентами Да. со Сталином. Говорила, картина как живая. В Это этом... в секторе магии находится. Этот портрет, он живой. И Мгм. этот портрет, этот Сталин, он вот так покручивает свой ус. Так вот один. Так, этому Сталину я приказываю проявиться согласно эфирному ДНК. Вытягивается Черномор, как мы его называем, Мгм. с таким длинным между ног этим пиндером, который тянется как шланг или веревка туда, в сектор интерферентов. А в секторе интерферентов, как через этот шланг, энергия утекает, как будто бы кто-то так тянет. То есть идет отток сверху в нижние миры, нижнее Мгм. пространство. Так, я приказываю конечному пользователю этой энергии, которая утекает от Татьяны, я ему приказываю проявиться, самому главному. Так, от Татьяны давай уточнять. Сейчас, одну Энергия. секундочку. От Мгм. Татьяны через эти события, импланты. Мгм. Вижу имплант главный в печени. Мгм. Вот. И через печень идет дальше. Вот так здесь, в сердечной чакре, как символ цельнозора, оно вот так, как колесо. Так, горизонтально с земле. И вот так поворачивается. А оттуда идет в глаза. Глаза черные импланты, как паука. И дальше еще на таких каких-то ножках, как 7-я чакра закрыта. Так, то есть импланты. С чем работать, Мгм. понятно. Сейчас я опускаюсь вниз и повторяю твой приказ. Да, куда утекает энергия, проследи, кто там пользователи и кто конечный пользователь. А, Так, оно считывается гипноз. А, Так. Протекает, вот ты сказал, куда утекает, и оно сквозь такое гипнотическое пространство, как сквозь щелочку, а это пространство очень плотное, и гипноз был ей установлен во время как раз этого голода, когда она голодная была. Мгм. И когда вот начала кушать, у нее считывается как какое-то двойственное понятие. То есть, у нее пробудилась как благодарность и любовь к этому насильнику. Стокгольмский синдром, Мгм. любовь к агрессору. То есть, с одной стороны, она страдала, но когда он проявил к ней с ее точки зрения Забота. заботу, то подсознание как открылось. То есть замешательство. С одной стороны, она понимает, что это враг, с другой стороны, она
он проявляет вот эту как бы заботу. И получается, считывается раскрепощение вот, внутреннего критика. То есть оно Мгм. открылось. Да, я понял, Да, открылось. Так, вот этот голод, гипноз, куда дальше энергия течет? так, что-то там бурлит. Так, я приказываю хозяину. Считывается антимира проявиться. Мгм. Кто забирает энергию? Самый главный. Приказываю ему проявиться. Кто самый главный? Появляется, считывается номенклатура. Как это муха жужжащая, Мгм. но это рой, это искусственное сооружение, это программа, матрица, Да. захватывающая. Это вот так, как этот мальчик подсоединился, выполняя эти программы роя. То есть он как встроился в соту, образно говоря. Мгм. Так, Так, это кто? инструмент подавления Мгм. личности, подавления духа. Да. А так ниже такие идут еще черные энергии. Я приказываю самому главному проявиться. И Мгм. проявляется какая-то штука, считывается как жижа, как болото, что ли, черное, с такими щупальцами. А это кто Мгм. такой? Приказываю ему проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Так, это программа людоедства. Я вижу, как он в этой жиже такая морда какая-то круглая и рот, пожирающий кость. А ниже считывается ангел смерти, вот этот Серафим. Мгм. Вот. Он очень огорчен, в нем считывается неудовлетворенная гордыня, разочарование и такая тоска. Мгм. Так, я ему приказываю отвечать, что он делает в пространстве Татьяны. Он говорит противоречивые вещи. Он говорит, я ее не знаю, и тут же говорит, она мой личный враг. А в этот момент проявилась она в секторе миссии, такая светящаяся, и говорит, он меня не знает. Это она так шутит, я не пойму. Нет, это она возмущается так на его Ага, ложь. ага. А он пытается загипнотизировать. Это у него, он хочет загипнотизировать. Мгм. Это так программа его срабатывает. Понятно. Оно считываются уловки, ловушки. Это ментальные ловушки. Это ментальные ловушки для того, чтобы гипнотизировать слиперов. Мгм. Те, При- которые считывают информацию. Приказываем Люциферу убрать со всех нас его воздействие и призываем за это силы кармы. Ну, на нас воздействия не было, это так оно работает автоматически. Ну вот Это в нем автоматически. запрограммировано, да. Я приказываю забирать все воздействия и снимаю все защиты. И в этот момент я вижу, как эта девочка, которая бедненькая, прям вылизывает эту миску железную. И она берет эту миску
И вот так туда эту всю, что она Воровает. скушала, да, и эту миску швыряет и выдергивает контракт. Мгм. От этого рыжего. Да, но рыжий это Ну на да, физике, а так она да, вот, это возле согласен. правой ноги ментально находится, что соответствует преклонить правое колено, то есть буквально считывается как ползать, а не ходить дорогами жизненными. И она оттуда вырывает этот светящий, открывается портал, светящийся, считывается ее энергия, ее лицо, я вижу. Мгм. И эта энергия так приплыла, и я вижу, как этот солдат, он вот так держит в руках, вот так крепко держит, как будто бы за волосы ее душу. Да, и в Мгм. сердечной чакре производится манипуляция, эфирная операция. Это как раз и есть вот эти пресловутые эфирные операции, это момент согласия, момент взаимодействия. Вот. Мгм. Так, и что он установил в этой операции? Это не он установил, это Программа. нет, Да, это да, да, сейчас да. нужно правильно говорить. То есть не Давай. кто-то установил, а она позволила Мгм. пойти этим путем, тогда она становится как хозяин своего пространства, своих решений. Потому что если все время говорить, что кто-то что-то установил, тогда, ну, а я ничего не могу сделать, вот они такие-сякие. А Мгм. это было взаимодействие, то есть она пошла на это, да, это пусть будет неосознанно, подсознательно, под давлением, но все равно это она сделала. Или позволила. Мгм. Да, да. Так, хорошо. Что она позволила установить ей? Ну, вот эти все импланты, которые я А. раньше описывала, и сейчас Мгм. она показывает, как вот эта труба, она считывается как гильза. И она как-то берет и вот так дует в эту гильзу, как в дудочку, знаешь, дуют и в трубочку, и звуки выходят. Мгм. И дует, сейчас я посмотрю. Нет, это не она дует. Она смотрит вот так, а с сектора интерферентов дуют. То есть интерференты как бы играют ее чувствами для того, чтобы, образно говоря, она вот плясала под этими пулями. Вот как Мгм. она ножки там подпрыгивала, когда этот солдат стрелял. Вот это установилась вот эта программа, так же ж и говорят. Я прямо поражаюсь народной мудрости, да? Играть под чью-то дудочку. И вот получается, что вот это предательство себя позволило вот этим энергиям, программам и интерферентам в следующих даже воплощениях играть под их дудочку. Мгм. И она говорит, и она высшее я, она такая спокойная, там, как богиня светящаяся, говорит, что она позволила слепить себя, говорит, не настоящую. И Мгм. показывает, вот как я видела, что вот эти импланты как бы проросли в нее, но не являются прямо ее частью. То есть получается так, что она настоящая, это вот эта светящаяся внутренняя часть, а вот это эфирный слепок, эфирная ДНК, это, она говорит, эфирная копия, считывается так, эфирная копия, не настоящая жизнь, я слышу,
подконтрольная, Мгм. подпрограммная и я только подумала, что это такое, а она мне раз-раз и показывает, как будто бы взяла вот это тело, знаешь, Мгм. вот так, как курочку разделывают, косточку так Мгм. от мяса, и она вот так взяла свое тело, чих-чих-чих-чих, и как бы тело от косточек отделилось. И она в развернутом виде показывает вот это тело изнутри. Мгм. Сейчас я посмотрю, что она мне показывает. И она показывает, что вот там, где у нее надпочечники, к надпочечникам идут такие импланты из сектора интерферентов, черные трубочки. Считывается гормональная зависимость а, Мгм. от предателя, от предательства. А кто там у нас предатель? Сейчас пойдем посмотрим. Давай посмотрим, кто там этот предатель. Я ему приказываю проявиться. Ну, считывается как первичный предатель, Мгм. то вот Кто? эти все программы и до самого конца этот Люцифер, потому что он был свергнут собственной гордыней. То есть он предал сам себя и предал коны Вселенной первый. И от него как бы он начальник, то есть он начало. Начальник – это слово «начало». Мне так идет, и мне Мгм. становится понятно, да. Начальник, он родоначальник. а, Она показывает вот это тело изнутри, говорит уязвимого тела. То есть вот эти внутренние блокировки, а, это воспоминания. Ты знаешь, вот это я все знала, но я не знала это, не видела никогда это. Э, это поразительно. Вот эти все блокировки, которые образуются, когда мы принимаем неправильные решения, когда мы идем против себя, Мгм. они вот как будто бы изнутри. То есть мы думаем почему-то о теле, которое видим, но оно там внутри. Психосоматика, да, Виктория? Да, это внутри, вот эти органы все, и она показывает гланды. И разные-разные, как веревочки, из сектора магии, из сектора интерферентов, и глаза, и все, и даже волосы. Ну да, все на энергетическом уровне идет свое отображение. Да. А потом уже это на физике мы И она видим. вот, которая, ее божественная часть, ее высшее я, светящееся, чистое, показывает на это и говорит: "Это не настоящая жизнь". И говорит: Мгм. "Не настоящее я". И это Виктория. попало в руки интерферентам. То есть доступ. А почему доступ? Потому что тело как будто бы ей принадлежит, но через эти энергетические потоки оно все контролируется темными энергиями. Мгм. Спроси Татьяну, почему она позволила слепить из себя это тело в кавычках? Но сейчас я поднимаюсь повыше, к Мгм. ней, в высших пространствах. Я слышу пятимерные измерения, и между этими третьим и четвертым, а вот это тело, оно находится в четвертом измерении. Мгм. Вот это считывается цифровая копия. И именно физическое тело является таким преградой к к проникновению в духовную сферу, то есть где руководят уже
дух, священный дух и иконы гармонии. Именно физическое тело, вот эти импланты и вот эти все события и эти контракты, это именно и является то, что мы работаем над тем, чтобы это все убрать. Мгм. Так, Виктория, так спроси, почему она позволила? Но она снова говорит: "Я так решила", а ее высшее я так говорит. Мгм. А цель есть? Какова цель ее решения? Она показывает, как будто она такая, эфирная. Идет и хромает на правую ногу. У нее Так, нога как будто бы застряла в 4 измерении. Она не вот так как-то, вот эти такие энергии. Она говорит, мы, о ком-то мы, говорит, подались агитации. Свергнуть какого-то царя. И показывает какую-то фигуру, вот так, в секторе принятия решений и жертвоприношений. То есть в секторе принятия неправильных решений, жертвенных, какого-то царя. о каком царе идет речь? Спроси у нее. Половецкого. Половецкого. Какие-то половцы. Но я знаю, что половцы, но я не знаю, чтобы у них царь был. Так, я считаю информацию. Что это за царь? Так, там вот в этом секторе такое, как, знаешь, как будто такая башня какая-то черная. Похоже, как будто на таком шесте, как башенка, как много башен, и она туда показывает. И Мгм. там снова слышу половецкий царь. А там ам, он такой черный, как будто и идет такой, как она, вот светлый, сияющий такой кафтан сняла, ну, как бы открыла и показала вот эту черную гильзу. А он черный, черная такая энергия, и вот так вот Мгм. показывает внутри светящуюся, а там, где голова, и над головой как солнце сияет. Так. Так, Виктория, считай эфирная ДНК этого царя. Кто он такой? Но я не вижу, что это царь, я вижу, что это какая-то, наверное, программа все-таки. Мгм. Так, я этому, что ты видишь, приказываю проявиться согласно эфирному ДНК. Я вижу, что это информационный пласт. Оно считывается так, информационный пласт. Считывается также преждевременное решение, и он крутится против часовой стрелки и превратился в такой шар черный и перекатывается вот так в сектор магии. И в секторе магии хватит этот шар такими руками черными начинает грызть. И снова слышу: "Половецкий царь". Половецкий царь оказался вот как бы в секторе магии. Мгм. Так, в Он секторе считывается вот как, эм, что такое царь?
Он как симбиоз вот этих светящихся энергий и темных. То есть как светлая личность, которая выполняет темную миссию. Мгм. Ну, даже сатана и дьявол, да, он же тоже Мгм. сын Творца, образно говоря, и он тоже божественную частицу имеет. Виктория, а считай эфирная ДНК вот этой светлой части. Кто это? Высшее Я Татьяны показывает, что вот это солнце, которое у него над головой, что это ее часть, которая идет через нее и идет к Первотворцу. Мгм. Так, хорошо. Пусть Татьяна покажет тот момент события, когда она вот эту частичку потеряла, отдала. Пусть она покажет это событие. Так, она снова показывает эту правую ногу, которую вот так берет руками и так и силой вытаскивает. И она, когда вытащила, то оказалось, что у нее как будто нет от колена правой ноги, а она такая вся превратилась как в конструкцию и в такой шар. Так, Мгм. Это то, что что она же получила происходило? взамен. Мгм. Пусть Татьяна покажет именно это событие, контракт, что, по которому она потеряла эту свою частичку души, которую мы рассматривали. Мгм. Я вижу, такая девушка, как царица, и у нее так, такая, знаешь, невероятная жалость. В груди она вся светится, и она посылает вот так, как из себя изнутри, ам, голубя. Голубя, и я вижу, что это не голубь, а это как ее часть души, которая прилетела. Мгм. Прилетела на поле боя. И там солдат убит. И она его... А это царь такой. Она его Так. перевернула, вижу, что это царь. У него такие одежда дорогая и шапка. И она перевернула его, и вот так слушает, бьется ли сердце. Так, а что происходило на... То есть я вижу, что она своей мыслью вот как бы отделилась и полетела туда. Мгм. И вот эти слова звучат. Мгм. Раду моє миле. Она называет, ну, как из слова, это слово из слова о полку Игореве, это оно звучало на самом начале сеанса. Но еще тогда не было понятно, к чему это. Мгм. А теперь вот эти слова звучат, и она... Сейчас я посмотрю, что произошло. А, на тонком плане. А, понятно. Она сильно плачет. Она сильно плачет, и она готова идти вслед за своим мужем. Мгм. Я вижу, что вот этот проявился половец, половский царь, и у него как бы считывается, что вот она, ее муж как общее целое. И когда он убил ее мужа, то у него вот это как солнце на голове получилось, сияющее.
А она идет вслед за своим мужем, как в подземелье, в темное пространство. И она там встречает вот этого, как болото был, вот Мгм. ам, Пожиратель этот. этот пожиратель. Она там его встречает. Мгм. Какой-то контракт. Она говорит, что она пришла за своим мужем, Так. за своим единственным. Она говорит, что ей нужен только он. Ей это чудище предлагает целый ряд других мужчин, показывает князей каких-то. Она говорит, что ей нужен только он. Так. И на подсознательном уровне, это когда она плачет над телом ее мужа, она как бы вот подсознательно отказывается от своей ноги, она готова быть как бы уязвимой для того, чтобы помочь ее мужу. Мгм. Так, и что происходит? Ее берут в плен. Она Мгм. почему-то идет туда, где муж. Он там находится в таком пространстве, и он как будто бы лежит и задыхается, его душа. А она взяла, как в тюрьме дают какие-то вещи, она вот так Мгм. квадратиками что-то взяла и понесла на левой руке, и села вместе с мужем, с его душой, и положила руку как бы ему на глаза. Она плачет и говорит, что она это сделала, как бы восполнила недостающую его часть света, которая очутилась у половцев. Отдала ему свою часть. Да, она поделилась собственной душой, чтобы он не умер там. Мгм. А он на физическом плане не умер еще? Он умер, но М. она защищает его душу Мгм. в каких-то пространствах от разрушения, потому что они постоянно его как бы пытаются оторвать, сожрать. Мгм. Так, отдала часть себя. Она там на страже, как будто бы сидит, и вот так оно идет, что она проявляет милосердие, она держит свою руку у него вот так на глазах. Знаешь, как мертвым закрывают глаза. Вот она положила свою руку, а, она разделила, как бы поделилась частью своей души, разделяет его участь. Она как постоянно идет как на страже его жизни, его души. Мгм. Так, а спроси у Татьяны, кто ее муж? Она называет его солнцем и показывает вот это сияющее солнце, которое стало на голове у, говорит, на чертогах власти вот этих всех демонов. Мгм. Вот это слово звучит «раду моє миле». Ну, рада — это как даже как совет, радость, Мгм. как гармония. Так, что происходит после того, как она поделилась частью себя? Она подписывает контракт.
Ее Так. часть, вот правая особенно, почернела, и она этой черной программой, ну, вот так вот подписывает контракт. О Мгм. не о контракт о неразделении души. С какой души и с кем, Виктория, считай информацию. Я вижу, она показывает, что вот она и ее муж — это как родственные души, как одна душа. Мгм. Вот, но она чем-то жертвует, она телом жертвует, и она соглашается на перевоплощение, считывается в другом измерении, трехмерном измерении. Так, какое было тогда измерение? Я Ты вижу, что говорила о четвертом. было пятое Пятое измерение. измерение. Люди О. жили в пятом измерении, а потом проникли вот эти с третьего, со второго, с нижних этих пространств и Мгм. использовали наше третье, четвертое измерение. Второе — это все измерения есть у нас на Земле. Вот, и Мгм. высшие измерения. И она согласилась, считывается, быть и соизмеряемой, допустила допуск до своего вот этого эфирного тела. То есть вот это эфирное тело, она показывает, что это и есть вот эта бомба медленного действия, что может сдетонировать в любой момент. И показывает вот так вглубь на этот механизм, который как веер, как колесо там крутится. Так, а что значит сможет сдетонировать? Что это за... Оно включает механизмы противоречия, я слышу, с духом. То есть тело противоречит желаниям духа. Мгм. Понятно. Так, а кто вторая сторона контракта, я приказываю ей проявиться. Считывается, появляется эгрегор войны. Это черное болото, как Мгм. спрут. Эти энергии и рот такой, который пожирает, именно держит кость. То есть он сожрал тело, а Мгм. кость светится, как бедренная кость. Чья это светящаяся часть? А, вот Татьяна и показывает, что он ее кость держит. Мгм. Считывается, почему-то идет основа материального мира. Ну да, так как люди внутри божественные, творцы, то на более высоких уровнях, в более тонких измерениях это имеет более глобальное значение. Ну да. Так, ну и главный, я так понимаю, Люцифер. Правильно я думаю, Виктория? Да, он считается начальник жизни, вот этой не настоящей жизни, а подконтроля жизни, подконтрольной этим программам. И Мгм. он как управляющий, марионетка, не, люди-марионетки в его руках. Людям. Именно через тело, несовершенное тело. Мгм. Так, хорошо. В этом контракте она согласилась с неразделение души. На что еще согласилась? Что вот говорится по поводу этой кости светящейся, как в контракте это. Оно считывается как основа. а, Именно это имеет отношение, когда она показала, как тело вот так развернулось, то именно без костей. А,
эта кость, а одновременно я вижу во рту у этого чудища, у этого эгрегора, и находится как проекция эта кость у нее там в высших измерениях, где высшее я. Оно там как похоже, она вот так эту косточку, вот как собачку дразнит, она держит в руке. А Мгм. эти постоянно вот подпрыгивают, чтобы достать первичную основу. Это первичная основа. Это глубинные, а, как кость основа, так духовная основа человека. Это как глубинная основа непоколебимости и силы человека. Мгм. Ее первичное здание, первичная основа, первичное, то, что сотворено Творцом, то есть духовная, Мгм. то есть ну понятно сейчас, все понятно. Короче, были сотворены души, и именно дух, душа — это, ну, мы говорим душа, да, то есть вот это сотворенное первотворцом, духовная составляющая, это как раз и есть основа человеческой личности. А тело, оно считывается также как мигрирующая основа, Мгм. через воплощение мигрирует. И я вижу, что мигрирующий контроль. И вот эти подключки, они тоже мигрируют из воплощения в воплощение. Мгм. И считывается сейчас как ненужная проекция. То есть для души и для духа первичного это не нужно, оно не было предусмотрено первотворцом. Это то, что было создано именно антимиром в противовес гармонии первотворца. Это как антигармония. Вот это созданное, это о чем имеется в виду? Это проекция или что имеется в виду, Виктория? Да, вот это как эфирная ДНК вторичная, как слепок энергетический, который взаимодействует с антимиром, и он становится доступным. То есть через эти события взаимодействия с антимиром, через эти Мгм. контракты, эти сущности паразитические имеют доступ к вечной душе человека, к ее духовной основе разворачивать. Так, хорошо, Виктор, давай закончим с этим контрактом, посмотрим, что там соглашение на э, неотделимости души их неразделимость. Кость вот это отдала. Что еще Татьяна дала? А сейчас я вижу, что та радость, которая хранится, вот это она называет именно а, радость. Мгм. Его рада называет рада. По-украински это звучит рада, это как совет. А совет это и есть как основной принцип гармоничного общества. Раньше были всегда рады и советы, то есть царь никогда не принимал решения самостоятельно. Он советовался с старейшинами, которые представляли интересы всего общества. Мгм. Вот. И это доставляло всем радость, потому что таким образом каждый имел свою часть в принятии решений, и никто не имел кармы. Мгм. Вот. Так, ясно. Отдала радость. И я вижу, как она вот эти программы, которые держали его глаза черные, вот этого Мгм. радость, то эта рука
которые как бы эти программы в ее руку вошли, такие корявые Мгм. кощеи. И эти энергии начинают увядать, исчезать, и она вот так приподнимает руку, эти программы уходят, и это ее рука. И она видит, это ее рука. И она, а он так смотрит на нее глазами. Вот оно что. А у него такая энергосфера, очень как колобок, прямо считывается. Круг, ну, шар такой. Мгм. Прямо совершенный шар. И этот шар смотрит на нее, и радость. И она обнимается с ним. Я вижу, как он встает, и он встает вот там возле дерева, где он лежал на поле. Он оттуда тоже встает. Она забирает его душу. Она, вот оно что, отменила свое решение пойти с ним туда, то есть оплакивать. И я Мгм. вижу, считывается, вот в чем фальсификация этого повествования. Оно заключается также в том, что она, как бы эта программа зацепилась, чтобы оплакивать вот этот круговорот событий, постоянно крутить и не дать возможности этим душам, которые попали в этот барабан, освободиться. То есть вот эти поминки бесконечные каждый год там День Победы, это все, это цикличность. Все праздники каждый год одни и те же. Это все для того, чтобы не дать возможности выйти душам из тех пространств. Она отменяет это решение, и я вижу, как она берет его за руку вот там под этим деревом, где она его нашла умершим, и берет за руку, и они уходят вдвоем в светлое Мгм. пространство. То есть вместо того, чтобы рыдать, она просто перенаправляет душу, дает ей вектор, направленность. Это как мы делаем в эфирном пространстве. Вот. Я вижу, она расторгает контракт, говорит отдать свою руку и свою ногу. Мгм. И я вижу, она освобождается. И в этот момент идет вот такое дребезжание, так все дрожит. И я вижу в секторе магии Мона лежит, и Мона и Павел. Возле Моны внизу, вероятно, я не знаю, но я вижу какой-то сеанс Моны с Павлом. И вижу, что Мону как бы накачивает черной энергией Илья. У него вот этот ус, который там крутится вот так вот, Мгм. вот эта энергия прямо в Мону заходит и через ее вторую чакру, так сзади, насквозь, прямо к еще какая-то Ольга проявилась, в пространство Татьяны. И я слежу, куда они пошли вот вслед за этими событиями, с этой миской и с этим Радо. Мгм. То есть они присоединились, вот эти энергии, на эти события. И я вижу, что я передаю Татьяне инструкцию. Вот оно что. Она вместо того, чтобы прорабатывать свои собственные блокировки, в этот момент она отрекается от видения, именно от видения. И она вот как Раду своему мужу закрывала глаза, а так как они единое целое, вот так она как бы и себе закрыла. Я ей передаю, что иррациональная часть принимает решение вернуть себе все частицы души, отменить все неправильные решения, вернуть ей, я слышу, созерцание, видение,
чистое видение и расторгнуть эти контракты. Я вижу, она снова в эту миску всю эту энергию вырывает, растает этот контракт. Так. Так. То есть И я полностью. вижу, когда она не согласилась, она отменила решение быть предателем, доносить на соседей, и я вижу, что она умерла с голоду. И ее тело, ну, просто ушло в сектор интерферентов, но ее душа выходит и забирает все ее частицы и освобождается полностью, считывается от предательского тела. То есть вот Мгм. это тело, когда мы делаем ошибки, оно нас предает потом в любой момент. Вот. Это как носить на себе врага. И Да. ее душа полностью освобождается и обретает такой шарообразный вид. Я вижу, как эта штуковина, она как миска была вот на 7-й чакре. Она просто спадает. Я ей передаю, чтобы она убирала все эти импланты, чипы, программы и приказывала убираться вон всем этим интерферентам. Так, она отменяет, я слышу, сеанс у Моны. Мгм. Также я вижу, как она вот так каких-то пантер себя, такие черные энергии, которые бросились вот на правую сторону и как бы вот так пожирают. Я ей передаю, что она хочет отменить свои все предыдущие решения, которые угнетали ее. Да. И я вижу там в ее подсознании, где внутренний критик, стоит одновременно вот этот юноша рыжий и Илья. И они держат такой, как кол большой, как будто бы хотят закрыть этим, держат там, как вода такая хочет прорваться, а они удерживают, чтобы этого не случилось. Мгм. И снова я тогда не успела сказать, вот в секторе миссии, она тогда дулю показала, когда разговаривали с этим Люцифером, Люцифером. Мгм. да. И сейчас она снова, я говорю, чтобы она отвергла весь этот нос и отменила все сеансы и все эзотерические практики, которыми она раньше занималась. И я вижу, как этот ус, который прорастал, он вот так выходит с нее. И это событие с этой миской, оно тоже изменяется. Я вижу, эта девушка взяла, а эта миска так тарахтит, пустая на столе. И она посмотрела внутрь, посмотрела сверху, а оно пустое, то есть обещания пустые. Мгм. И она я вижу, как этой миской швырнула этому Солдат или кто там солдату. был? Да, Мгм. и упал, и в этот момент этот портрет со стены упал и разбился. Стекло разбилось. Эти все энергии просачиваются этого Сталина и Ильи, просачиваются и уходят вниз. И она вырывает под ключку вот так изнутри своей первой чакры, так вырывает. И вот этот шланг, это вот оно что, сейчас я вижу. Это как такая труба, воронка такая, которая взяла все чакры вот так, как в трубу. И она это вырывает вместе с этими глазами черными. Я ей говорю, чтобы она приказывала, чтобы они забирали все. Вот с 3-й чакры в печень тоже, Мгм. чтобы она приказывала забирать. И вот этот весь рой пусть забирают, этот Илья. И она берет в секторе магии, говорит сестра. И я вижу эту ситуацию, где
она склонилась над Раду, над своим милым мужем, а энергия, программа через Мону работала, как какая-то ведьма, которая села ей, она вот так наклонилась, а эта программа, она как какая-то ведьма села сверху, оседлала Мгм. и ухватила ее вот так за пятую чакру. Так, что это за такое? Она ее сестрой называет. Так. Рожденные от одной матери. Мона ее сестра. Мгм. В каком-то воплощении. Да, я говорю, спрашиваю ее, что она хочет сделать с этой программой сестра. А она вот так ее оторвала и в сектор принятия решения. Мгм. Так. И Так, я что вижу, это? что там идет, что она говорит, она мне не сестра. Я вижу, что они пришли, говорится, что в одну утробу с разных звездных систем. То Мгм. есть они разные. Души Ясно. разные, с разным потенциалом и с разными программами. Так. И в этот момент она вот так эту трубочку, которую как дудела там, Ага. надувает, и становится такой шар, и она раз, хлоп, и схлопнула это. И эта шкурка полетела, и она поднимается вверх. Я ей даю информацию, чтобы она очищала все свои чакры, все программы и освобождалась от этого предательского тела, очищала свои глаза от всех имплантов, мозг, седьмую чакру, шестую, до первой и до этих, которые в ногах, и до всех-всех абсолютно тысячи этих чакр, энергетических центров, и чтобы она вернула свое естественное, первичное, священное, духовное тело, свое Мгм. эфирное ДНК, она поднимается вверх, и вот это так сползают эти энергии. И чтобы отдавала карму и призывала, слышу силы света, и открывается такой, как огромный портал в секторе будущего. И такой свет белый идет, а вот эта программа, вот эти черные, как шлейф, уходит вниз, и Мгм. она сидит, я вижу правую ногу, она как будто бы правую ногу, считывается, уронила в созвездие. Вот Так. она вот зашла в нашу Мгм. галактику и как бы заразилась вот этой информационной, оно, ой, слово плохое звучит. Ну и чтобы сказать это покультурнее, она уже второй раз звучит. Ну, я вам скажу, может, запомни, где оно звучит. Информационное Мгм. это предательство, и это как вот это замешательство, Вавилон, это вот это все. Мгм. Но оно мне трудно перефразировать, потому что я хочу сказать, а язык говорит вот это. Я слышу это, как бы настроено, и вот это говорю. И сейчас вот это ответ, почему ее вот уличали в проституции, когда она этим никогда не занималась. Мгм. Вот эти шведские, вот у нее подключка есть в сектор магии, такая как стекло. Ам, Шведские контролеры считываются как узурпаторы. Вот. Мгм. И А я что это? вижу там Что какое-то подключка? событие,
Мгм. Где-то как будто мост какой-то. Мгм. Также вижу, считываются ее сестер, ее сестры. Так. Эти подружки, они в кругу, их 3, по-моему. Да, их 3, и они как будто бы вот такой крутят в секторе магии этот. Это космические колдуньи вместе с Моной. Мона 4. Мгм. И вот эти все, они хотели попрепятствовать, освободить Раду. Мгм. Так. Я спрашиваю, что она Что хочет это? сделать с этими подружками и с Мгм. этими шведскими узурпаторами. Мгм. Она говорит, отменяю родство, и вытаскивает такое, как сухожилие из сектора принятия решений. Мгм. И в этот момент я вижу, она вытащила свою ногу, и там такая кость. То есть как будто бы Мгм. тела нет на ноге, светится, вся светится, светящаяся. И я вижу прямо как косточки, как скелет. Вот так она, ну, живая такая, знаешь. Вот. И она берет от первоисточника, вот так поворачивается, берет такой кусок энергии и прилепила к ноге, и нога стала живой. И в этот момент она берет. Ух ты, классно! Вот что, смотри, ух ты, вот это пространство темное с этими всеми программами, это не настоящая жизнь. Оно выглядит как такой плоский диск. Мгм. И с низких вибрационных пространств такой черной нитью связывалась с таким же аналогичным в светлом, в высоких пространствах. То есть получается, что прошлое ментально соответствует вот эти низковибрационные пространства, которые всегда идут на уничтожение, они как бы в прошлом. Мгм. Будущее — это все то, что связано с прогрессом и с развитием души. Но там, в этом будущем, находилась копия этой ненастоящей жизни и закрывала возможность стать чистым, свободным, здоровым. А сейчас она берет. И вот этот второй слепок энергетический Так. разворачивает и складывает в единое целое. И получается, вот она его возвращает туда, в нижнее пространство. И вот эта цепь, которая связывала нижнее и верхнее пространство, то есть прошлое и будущее, разворачивается вот таким кольцом, и оно вот так соединилось. Вот. Мгм. И Чтоб он получилось, что отсоединилась от прошлого. И она показывает, как вот это тело, которое она вот так развернула, она ним как потрусила, вот так, оно так потрусилось, и там такие инструменты посыпались разные. То есть вот эти антимира. приспособления, антимировские программы. И она взлетела как голубь, как птица, вспорхнула и полетела в сектор будущего Первотворца. Я ей говорю, чтобы она закрыла все порталы, освободила полностью свое тело физическое. Мгм. И она заворковала, как голубь. А тогда она была кукушка, а ее превратили тогда в кукушку. То есть укорачивать людям жизнь, вместо того, Мгм. чтобы быть вот этот символ голубя, как предвестника мира, гармонии. Мгм. Жизни.
жизни, и я вижу, как ее Раду, он же пошел впереди, и он берет ее вот так под руку. Ну, должна Татьяна нас на свадьбу пригласить. Берет ее под руку, и они вот так вот идут вверх к Первотворцу. Мгм. Отлично. Так, хорошо. Пусть Татьяна просмотрит все свое пространство, все чужеродное найдет все на аннигиляцию, все хорошенько почистить, сожгет все эти темные энергии, низковибрационные, все антимиры, все на аннигиляцию. Но она показывает, как ее энергосфера правильной формы, светящаяся, и она как Мгм. ангел с огромными крыльями. Я ей говорю, чтобы она очистила свое видение и отказалась от запрета видеть. А, Мгм. Наоборот, пусть очистит, и у нее так сияет третий глаз, пусть очистит все свои центры зрительные, слуховые, Мгм. все потом тактильные, пусть она излечит свою всю связь с прекрасным будущим и с миром, гармонией жизни, с первоисточником жизни, и отсоединиться полностью своим физическим телом, всеми фибрами души, своей генетикой от взаимодействия с антимиром. Мгм. Полностью пусть отторгает все антимировское и принимает решение не прикасаться с антимиром. Да, я вижу, она пишет что-то. Она с тобой общается. Это ее программы так бурлят, и она Мгм. как бы ну, считывается, эти программы через нее нападали на тебя. Она от этого отказывается. Мгм. А со мной мы пожали руки с ней, как товарищи. Так, пожали руки. Мгм. Не вижу Отлично. никаких привязок. Я помню, что она говорила, что хочет какие-то привязки к нам убрать. Никаких привязок нет. Я слышу, это гармония. Потому что в гармоничном мы пришли с высоких гармоничных пространств, и каждый делал свой собственный выбор. Никто никому ничего не должен. Мгм. Вот оно что. То есть Да, пусть. обвинять друг друга как бы не в чем, потому что это каждый сделал свой собственный выбор. Отлично. Пусть будут отношения гармоничными. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Отсоединись от всех ситуаций. Давай посмотрим. Да. Ситуация, когда Татьяне мужской голос приказным тоном говорил: «Иди за мной». Что это была за ситуация? Давай посмотрим. Я вижу, что это вот эти программы считывается как фашистующие дискриминации, где этот и рыжий, и эти все, это вот эти программы сработали, и этот Сталин, это программа, это не кто-то конкретный. Мгм. Это каждый человек, который проявляет вот эту фашистующую дискриминацию, то есть он может как бы выполнить эту программу, эту роль. Есть роли, и каждый человек может выполнять то эту, то эту, то эту, как на шахматной доске. Каждый может Мгм. занять То какую-то есть роль. это программы в ней Да, так. Ага. Хорошо, они, пусть она да, зайдет сработали. в тот момент и отторгает эти программы, все, что связано с ними, пусть на аннигиляция. Я вижу, что эти программы, ее звали как бы в сектор магии, и сейчас она в том моменте, когда вот, она подписывала тот контракт, когда, Рыжим. не, с Раду. Ага. Мгм. Так. Это для того, чтобы не освободить Раду.
Мгм. Сопротивлялись. Ясно. Да, это ее, это считывается как чужеродное тело, то есть вот эти программы, вот эта память генетическая о каких-то ошибках в прошлом, это тело, которое по-предательски работает для духа. Это оно говорило, Мгм. ну, эти программы. Она отвергает, и я вижу, как Раду выходит. Я передаю ему информацию с наших сеансов, алгоритм освобождения. Мгм. И он поднимается снова. Я вижу, как он ее, они вдвоем, как бы одно целое. Так, отлично. Так, я ей говорю, что она полностью эти все стерла информацию об этих событиях и расторгла вот эти все контракты. Да, полностью расторгает, пусть контракты, возвращает свое, чужеродное отдает. Я вижу, как она расторгла вот этот контракт, когда, ну, пал Раду. А теперь она, я вижу, как достает такие энергии из сектора магии и в эти 3 домика, которые там проявлялись. Мгм. Она их Куковала. возвращает в жизнь, Мгм. да. И Хорошо. отпадает вот этот клюв доносчика. Мгм. Вот она полностью, и вот крылья, клюв отпал, крылья появились, и вот эти лапки, как птицы, вот, они тоже отваливаются. Отлично. А ее энергосфера, я ей вот забурлила, вот так включился Тор, и я ей говорю, чтобы она убирала все паразитические, чужеродные программы с энергии, с подключки, чипы, импланты, с ее тела физического, эфирного, со всех измерений, и вернула себе чистую, божественную, истинную жизнь и гармонию. А все эти, пусть информационные слои, стирает и отправляет на полную аннигиляцию. Мгм. Да, Делает. она это делает. Мгм. Хорошо. Так, Виктория, оценись от этой ситуации. Да. А, Спроси у Татьяны, почему к ней недоверие и неприятие. Она имеет в виду это хождение по мукам, по врачам. Почему они от нее, как говорится, открещиваются? Это вот из-за этих всех имплантов, и из-за этого импланта вот у нее был как клюв такой, считывается стукач. То есть через нее, то есть в ней был как бы открыт портал, и через этот портал, вот из сектора магии, вот этот фашистующий эгрегор как бы Мгм. прорывался, а люди же считывают информацию. Вот. И у них появлялось такое недоверие и опаска. Мгм. Ясно, этот вопрос закрываем. Хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. И вот она, вижу эту ситуацию с этой рыбкой, Мгм. которую она шмякнула ножом. Ага, циклида, типа. Мгм. Так, и что в этой ситуации? Это символизирует ее, считывается, бренное. Это тело, которое хранило эти все блокировки, память и доступ этого яда врага в ее личное Мгм. пространство. Так, ясно. Что она хочет сделать с этой ситуацией, с этой рыбкой? Хочет ли она изменить или вообще не ездить за ней? Она, Как я она? вижу, она как будто бы на велосипеде едет или на чем. Ну, выглядит как на таком колесе, как будто бы клоун. Снова это колесо, только все едет назад. Она сама себя предала, она красного цвета. Мгм. И она эту программу предательства себя уничтожает.
И Мгм. я вижу, что в этот момент, так, она отменила ехать за этой рыбой. Я вижу, она отдает эту, считывается шелуха, какие-то ракушечки в сектор магии. Вот, и выходит как будто бы изо рта огромной рыбы, ее энергосфера. Мгм. Пусть забирает свою энергию, потенциал, частички души из всех мест, где она потеряла. Она это сделала, и снова вот этот символ, как одно такое пространство, сливается, потом складывается вдвое, и будущее освобождается. Мгм. Так, хорошо, Виктория. Так, отсоединить от этой ситуации. Татьяна спрашивает, почему плохо слышала на правое ухо? Потом это прошло, но она испугалась, что это черви. Пусть она войдет в тот момент, когда внезапно потеряла слух. Что происходило в этот момент на эфирном плане? Пусть она покажет тебе. А на эфирном плане я вижу, что появляется такой, как имплант, как труба такая, которая направлена была, чтобы прислушиваться вот к сектору магии. Вот. И там вот этот солдат. То есть это подходил блок. Вот это Мгм. блокировка. То есть были предыдущие эти слои э, информационные уже вскрыты. Вот этот символ, что она копала. То есть Мгм. докапывалась уже до этого события, а оно считывается вот для нее это как гимн. То есть она это все развязала, это как гимн победителю. Мгм. Так, что она хочет в этой ситуации сделать, когда она внезапно потеряла слух? Пусть она спроси, что она хочет сделать. Я вижу, что она как будто бы лежит, и она, наоборот, прислушивается, и у нее это идет сияние из третьего глаза, и она начинает вот прислушиваться вот этим слуховым аппаратом, как будто бы вот так, и глазом обсматривать. Она говорит задавать вопросы душе, Мгм. искать Отлично. вот эту развязку. Я вижу, как она встает, и душа сияет, и она взлетает. То есть не пугаться, а наоборот меняет, правильные вопросы задавать, Мгм. а, чтобы Отлично. найти ответы и взять ответственность в свои руки за происходящее. Мгм. Хорошо, Виктория. Ясно. Отсоединись от этой ситуации. Да. Так, Татьяна пишет, что слепнет на второй глаз и думает, что это связано с печенью. Посмотри, все ли причины она убрала с глаз, с печени. Так, я вижу, что на левом глазу какой-то имплант, вот как шоры, вот так, только вот сюда. То откроется, то закроется. Мгм. Тянется в сектор интерферентов. Так, кто в секторе интерферентов? Я приказываю ему проявиться. Какой-то черный кривобедренный шар такой, как металлический. Я постучала, он такой звук дает. Говорит, Мгм. не хочу видеть себя настоящую. Мгм. Страх потерять себя. М. Я ей передаю информацию, что она уже увидела себя настоящую, и ее настоящее я — это высокочастотная, чистая, светлая душа, которая Мгм. способна разобраться во всех манипуляциях, ситуациях
и отменить любые вторжения в ее пространство, и назвать вещи все своими именами. И пусть она вытаскивает этот имплант и отдает Мгм. хозяину, вот, Да. в антимир, этому спруту, так называемому болотистому, и вернет себе зрение, гармонию, процветание. Мгм. Пусть возвращает, очищает все это и возвращает себе. Все свое пусть возвращает. Мгм. Так, она делает это, но зашла в сектор миссии и начинает вот искать что-то. Ищет. Так. Она говорит, что ищет доказательства своей правоты. Мгм. Находит? И я вижу, как она этот имплант, ам, она смотрит на свет Первотворца, как будто бы сквозь такую щелочку. И такой там видит яркий-яркий свет. Я говорю, чтобы она не боялась смотреть на себя настоящую, потому что только когда смотришь на истинный свет, тогда можешь сравнить. И я ей говорю, чтобы она нашла в себе соответствие той гармонии, на которую она смотрит и боится. Она боится потерять себя, вот эту ненастоящую. Ну, нифига себе. Мгм. То есть рациональное я, то есть вот это тело, этот разум физический, он боится как бы потерять то, что имеешь, ради Мгм. чего-то того, чего как бы не знал и не помнил. Да. И Пусть она она вспомнит. снимает Мгм. вот этот имплант, скручивает. Я говорю, чтобы она посмотрела, сколько в ней много соответствий с истинным Творцом Света. Вот там, везде в ее энергосфере вот этот свет Первотворца в ней есть. И чтобы она вернула весь свой свет со всех темных пространств и наполнилась светом, гармонией, чистоты, красоты и отвергала все это зло, этот Мгм. ненастоящий мир и эту Да. ненастоящую конструкцию ее физического тела и физического понимания, разума. Мгм. Пусть уберет страх отказываться от чужеродного. Мгм. Отлично. Да, хорошо, Виктория. Так, отсоединить от этой ситуации. А, Татьяна видела видение, когда куча народа скандирует: перед ней требуем исторической справедливости или возмездия. Посмотри, Виктория, что это за видение, что это за событие такое. Я вижу снова эти предательские программы. Угу. Они называют ее предателем. Это блоки, тоже блокировки как бы подходили, Угу. раскрывались, и так срабатывали защитные реакции этих негативных программ. Они, Угу. образно говоря, пугают. Ну, как Да. манипулятор и абьюзер всегда не Угу. столько силы в нем, сколько пугает. Ясно. Вот то, что она видела знамена колышется, несут на войну, Ну, это это тоже с было. того воплощения, ну, одно Ага, воплощение, второе воплощение. Вот эти понял. два я вижу воплощения, где она э, наклонялась над своим Раду, и второе воплощение. Угу. Вот. Хорошо. А видела она вот эти знамена с первого, с того воплощения.
Вот я их вижу. Это вот это аналог о полку Игореве. Да, да. Мгм. Но оно звучит как фальсификат. Мгм. Ага. Так. То есть там не все точно, скажем так. Мгм. М. Так, ну ладно. Хотелось бы очистить от этого фальсификата. Ну, я ей Мне говорю, не... что Мгм. ну, Ну да, одна есть тема. фальсификация заключается в том, вот что закрыли вот душу этого Радо, Мгм. и душа вернулась. С половца, с головы этого половца этот свет ушел, то есть вернула, то есть задачи Мгм. выполнены. Ну хорошо, Виктория. Так, это пусть она зайдет в тот момент, когда вот это видела, проявлялись вот эти программы, требуем исторической справедливости. Пусть она в тех видениях отсекает от себя эти воздействия этих программ, и все, что связано с этим, уничтожает, очищает память. Ну, вот эти все ситуации, которые были проработаны, и даже вот это Мгм. проявляется с Моной, как сестра, оно тоже уходит оттуда. Отлично. Вот. Мгм. Отлично. Так, отсоединись от всех от этих ситуаций, Виктория. Давай посмотрим последний аспект. Ее подушку, которая после стирки развалилась на 3 части. Почему Татьяна так реагирует на это событие? Ну, идет вот так, хватит спать. Мгм. Хватит спать. Это она как себе говорит? Да. Мгм. Понятно. Пора действовать. Мгм. Ну все, хорошо. Поднимаемся максимально вверх, Виктория. Посмотри, как сейчас выглядит Татьяна. А, Она энергосфера правильной формы. Все хорошо. Сделала? Да, все. Наполняемся энергией, жизни, гармонии. Мгм. Виктория, я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, где я с тобой разговариваю. 1, 2, 3. Возвращайся. Мне вот Да, ну вот пришло так. Да, Пришло да, ну насчет вот. вот этих эфирных масел. Виктория говорила, вот посмотри свое соответствие с чистой первотворца, да, с вот этими энергиями. Посмотреть соответствие. Вот ты чувствуешь вот эти запахи эфирных масел, а это гармония вот этих чистых энергий. Да, да, да. Вот ты как бы соединяешься с своими чистыми энергиями, видишь вот эту чистоту, ищешь вот это соответствие. Ну ладненько, спасибо, девчата. Да, Я благодарю, побежал. благодарю. Всем, Все, всем заканчиваем. добра. Вам отдыхать надо. Пока. Аналогично. Очиститься после меня. Пока-пока. Всего Пока. доброго.